Уверен, что каждый из вас хоть раз слышал про индикаторы аллигатор, фрактал и процентный диапазон. Все это легендарные инструменты, созданные легендарным трейдером Ларри Вильямсом. Но мало кто из вас умеет их использовать правильно. В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о системе, которая изначально стояла за созданием этих индикаторов. Разложу все по полочкам, от А до Я. И в конце видео вы научитесь понимать эту систему и использовать ее на практике. Поехали! Итак, друзья, все индикаторы уже добавлены, пора с ними познакомиться поближе в рамках нашей сегодняшней стратегии. И первым делом я покажу вам ситуацию, в которой лучше вообще не входить. Таких ситуаций мы избегаем. Это боковик. В боковике линии аллигатора будут тесно переплетены друг с другом. Вы его сразу узнаете. В такие вот моменты мы не открываем сделки. В этом месте будет куча ложных сигналов, поэтому для нашей сегодняшней стратегии подойдет именно тренд, именно трендовые движения. Хороший пример вот здесь. Смотрите. Восходящий тренд, когда зеленая линия аллигатора выше, чем синяя. Синяя внизу, зеленая вверху. Это восходящий тренд на графике. Далее мы берем во внимание фракталы. Обязательно чертим от них уровни. Вот так вот. А вот этих вот маленьких треугольничков чертим уровни. И когда цена пробивает эти уровни вверх, мы открываем сделки в лонг. Обязательно смотрим, чтобы Вильямс был в зоне перекупленности. Восходящий тренд, он в любом случае будет в зоне перекупленности, но ни в коем случае не выходит из нее, не пересекается и не выходит. Почему? Смотрите на график, четкая коррекция. Четкая коррекция. То есть только когда график пробивает фрактал вверх, уровень по фракталу вверх, Вильямс в перекупленности и тренд растет. Растущий тренд определяем по аллигатору. Обратная ситуация. Смотрим опять же. Нисходящий тренд. Видим его. Синяя линия аллигатора выше всех. Это нисходящий тренд. Зеленая линия внизу. Прекрасно. Далее определяем уровни по фракталам. Здесь. Цена их пробивает. Вильямс в зоне перепроданности уже наоборот здесь. Открываемся в шорт. Вот в этих моментах, видите, коррекция. Идут коррекции. Вильямс вышел обратно в свою центральную линию. Не открываемся, ребята. Теряем свои деньги. Про Е свои деньги. Не нужно нам свои деньги про Е. Нужно только зарабатывать. Так, смотрим на графике актуальную ситуацию. Здесь боковик. Как я сказал, здесь мы не будем открываться. Потому что, смотрите, пока еще аллигатор нам показывает нисходящий тренд. Вильямс выходит из зоны перепроданности. Здесь мы не входим, поэтому, друзья, все, меняем график и ищем что-то более подходящее, начинаем торговлю. Поехали. Друзья, Ларри Вильямс — это база, о которой нужно знать. Далее расскажу вам, почему этот человек так известен, чем он все-таки прославился, но перед этим хочу подметить один тоже немаловажный момент. Помимо теории, очень важна практика. Думаю, вы сами все это понимаете. Если вы не уверены в своих силах или хотите попробовать торговать под чьим-то руководством, то ссылки на мой телеграм-канал оставлены в описании к этому ролику. Переходим, подписываемся. Там на ежедневной основе проводятся торговые сессии, в которых вы можете также принять участие. Посмотрите, как торгую я вживую. Отрабатываю все то, о чем рассказываю здесь, в YouTube, и как закрываются мои сделки. Все результаты, все отчетности в телеграм-канале. Ссылки в описании, подписываемся и продолжаем. А вот с этого мы можем начать и сразу открыться в лонг. Поехали, разбираем ситуацию детально, досконально. Что мы с вами видим? Во-первых, Вильямс у нас в зоне перекупленности подходит. Были какие-то неоднократные попытки выхода, но пока тенденция сохраняется. Окей, взяли. Тренд восходящий. Зеленая линия аллигатора у нас выше всех, синяя ниже всех. Подходит. Чертим уровень по фракталу. Берем его вот здесь, по верхней тени. Цена его пробила. Зеленая свеча. Есть. Все. Открылись немножко на откате, поэтому верим в следующий рост, в тенденции. Все, можно расслабиться, в принципе, здесь ждать. Мне очень нравится происходящее на этом графике, поэтому наверняка здесь откроем еще несколько позиций. Там есть один ключевой уровень, очень интересно, как от него будет отыгрывать цена, видите, да, вот эти несколько свечей. Пока что она прям приближается к пробитию. Вот все, что было до этого, такой небольшой боковичок, это этап накопления. Сейчас еще пару слов будет сказано про уровни. Прекрасно, сделка в плюсе. Вообще идеальный просто сценарий. Сразу же открываю на таком активном всплеске сделку в лонг. Вот этот вот уровень, который я вам называл ключевой, относительно ключевой в рамках последнего получаса, часа,
Вот, он пробит. Поэтому мы с вами смело здесь, бывает, хорошо, всплеск был. В любом случае верю в рост, друзья. Цели ставить в трейдинге очень важно. И ретесты, тесты, проходы на этих уровней, это все не отрабатывает себя на 100%. Но мы следуем за большинством в любом случае. Выигрывает большинство. Кто больше всех открыл сделок в лонг, тот и победит. Можем провести доскональный анализ на старших таймфреймах. Это всегда только на руку будет нам. Обязательно это делайте. Заходим на них, смотрим, что у нас, какие ключевые уровни еще есть. Вот, сейчас мы приближаемся к фракталу. Прекрасно. И уже практически пробиваем его. Неужели это будет минусовая сделка? Давай. Ну, нельзя сказать, что мне не повезло. Мне повезло. Но в трейдинге и везению есть место. В общем. В любом случае, сделка моя была открыта на основе хладнокровного рационального анализа. Я, в принципе, уверен, что мы можем открыть с вами еще одну сделку. Сигналы по Вильямсу сохраняются, по всем остальным индикаторам сохраняются. И очень важно, ребят, вот в качестве уровня, в качестве цели определить вот эту зону. Вы ее видите невооруженным взглядом. Почему цена будет стремиться именно к ней? Потому что все на рынке хотят найти уровень. Цена хочет найти уровень. И все люди на рынке хотят найти этот уровень. Все люди верят в то, что цена дойдет до определенного уровня. Что будет потом, остается загадкой для всех. Вот там уже выигрывает большинство. Либо цена отскакивает, либо она пробивает, в зависимости от того, кого оказалось больше. Но цена всегда ищет уровень, она хочет к нему прийти. Поэтому торговля до уровня – это максимально рациональная сделка, максимально рациональный выход из всех возможных с вами на рынке сценариев. Поэтому торговля к уровням, она максимально более реалистична. Так, вот он как раз, видите, этот вот небольшой крупный игрок, который хотел оттолкнуть цену до уровня, но мы в плюсе. Все окей, продолжаем торговлю на других графиках, здесь нам больше ловить нечего. Так, друзья, попробуем поторговать выход из боковика вниз. Выход из боковика вниз. Смотрим на график. Синяя выше всех, зеленая ниже всех. Теоретически должен быть выход вниз. Потому что вот этот фрактал пробит у нас. Цена слишком быстро отскакивает от уровня. Вильямс практически у нас зашел в зону перепроданности. Не совсем удачный пример, но ничего более интересного у нас нет. Давайте пару слов о стратегии, которую мы сегодня используем. Это вариация подхода легендарного аналитика Ларри Вильямса. Почему он вошел в рынок и в историю вообще как трейдер, кардинально изменивший подход к анализу? Потому что он объединил математику с психологией вот этого вот всего хаоса на рынке, а также создал ряд технических индикаторов. Мы сейчас используем именно этот стандарт. Он полностью себя оправдывает. Оправдывал вообще всегда, когда он был создан, сейчас и будет себя оправдывать дальше. Сделка в плюсе. Буду открываться здесь же, мне нравится вот именно зарождение тенденций, но, видите, Вильямс начинает отскакивать, поэтому чуть-чуть мы будем себя обезопасить. У меня хороший баланс, я хочу вам показать сегодня все возможные ситуации, которые могут возникнуть. Вот сейчас, немножечко рискую, да, бывает, но без риска, вы знаете, здесь никуда. Вернемся к Ларри. Отмечу, что вообще этот человек заслуживает уважения среди всех, среди меня, среди вас тоже. Целый ряд его авторских индикаторов находится в торговых терминалах почти каждого брокера по сей день, а инструменты были созданы на минуточку в прошлом столетии, ребят. Это классика. Моя сегодняшняя торговая система выбрана по простому принципу. Взять самые сочные индикаторы Вильямса и построить на них стратегию. Как видите, это проще простого на первый взгляд, но за этим стоит также мой анализ и мой опыт, мое видение рынка и моя насмотренность. То есть, как я помню, как движутся такие похожие пары, в любом случае все, друзья, все откладывается в наших головах. Связка максимально результативная, потому что здесь есть и трендовый индикатор, есть так или иначе индикатор объема, это Вильямс, его процентный диапазон, и уровни, это фракталы, которые тоже классно очень строить. Свечи потеряли свою волатильность. Давайте откроем еще одну сделку в шорт.
хочется заработать мне сегодня за эту торговую сессию. Возможно, потом сменим график. Но смотрите, в целом все у нас сохраняется. Верхних теней очень много. Это уже мы подключаем сюда технический анализ. Верхних теней очень много. Давление со стороны продавцов сильное. Покупатели выдохлись. Линии аллигатора расходятся. И Williams R зашел у нас в зону перепроданности. Нам будет достаточно небольшого совсем толчка. Видите, кстати, я еще торгую всего на 69% профита. Никогда не гонитесь и не старайтесь гнаться за большим процентом выплаты. Это здорово, это приятно, когда ты получаешь 92% выплаты, но поверьте мне, покопавшись там чуть-чуть пониже, вы всегда сможете найти какой-то интересный график, на котором практически никто не торгует, и крупные игроки их игнорируют, им нечего там делать. И вот со своими 50-100 долларами вы можете там неплохо заработать, друзья. Ладно, я думаю, что мы выжили из этой рыночной ситуации максимум, пора показать вам что-нибудь еще. Поехали. Вот, друзья, классический пример. Торгуем на финале классику. Сделка в шорт. Смотрите, есть множество уровней по фракталам, которые были пробиты. Это вот ключевой, можно его выделить, можно тот, который был у нас сейчас. В любом случае, линия по аллигатору синяя вверху, диапазон Вильямса в зоне перепроданности. Все, друзья, вот еще один даже, можно, фрактал, который вот только что был пробит. Поэтому все прекрасно, полное совпадение сигналов, ждем результат. У нас есть полминуты и можно подвести итоги. Друзья, сегодняшняя моя стратегия – это пример, шаблон связки вот этих индикаторов. Настройки покажу вам также, да в принципе вы их и видите, что о них говорить. Поэтому, ребят, пробуем, используем, торгуем, насматриваемся. Без опыта ничего не получится. Ни одна стратегия, ни один набор индикаторов не даст вам гарантированный вход в рынок. В любом случае думать придется, но отрабатывать нужно, поверьте мне. Сделка в плюсе, еще несколько долларов приклеились к моему балансу. Ну, в принципе, все. Давайте покажу вам, ладно, наглядно настройки, чтобы вот точно вы все зафиксировали, я их проговорил. Берем, фоткаем, копируем, скриним. Это архиважно. Сохраняем настройки именно такими, какие они есть. Williams процент 15. 15 период. Сохраняем. Ну и фрактал, друзья, 2. Вот. Поэтому смело вставляем эти настройки в свои торговые терминалы, открываем демо-счет и начинаем тестировать. Всего 3 индикатора и единая логика. Это база на все времена рынка. Она работала, она работает, она будет работать. Так что обязательно пробуйте то, о чем я вам сегодня рассказал, на практике в своих торговых терминалах. И потом пишите комментарии, что у вас получилось. Вам спасибо за просмотр. Если видос понравился, был полезен, то поддержите лайками, напишите комментарии и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать мои новые обзоры. С вами я прощаюсь. До встречи. Всем пока.